Добрый вечер, дамы и господа. Рад приветствовать вас на канале Красного Филина. И мы продолжаем прохождение Kingdom Come Deliverance. В прошлый раз мы остановились на том, что принесли кольцо знак мельника. Сегодня мы получим от него первое задание. И посмотрим, что же он хочет от нас. Good health to you. Я могу вам чем-нибудь помочь? Do you need help with anything? Just in time. There is a certain matter I need resolving. I have some scores to settle with the commander of the Talmberg Guard, and I want to get my own back. You may have heard that Sir Robard of Talmberg is a stickler for having all his gear neat and tidy. The commander of the guard? Sir Robard? I'm already confused. Just tell me what I need to do. It's like this. I want you to break into the Talmberg armory and steal a few Waffen rocks with the coat of arms on them. Ah, and once Sir Robard finds some of his guardsmen's equipment is missing... He'll see to the commander of the guard, who's the only one with keys and answerable for their safekeeping. When Robard finds out he's losing things from under his nose, he'll have him whipped. And I'll get what I'm after. Satisfaction. Take at least 5 Waffen rocks to make it a proper stink. Ну нет, на такое я не соглашусь, это точно. Нет, 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 не хочу. I think I'll pass on this one. Pity. But let me know if you change your mind. Возвращаемся обратно к мельнику. Посмотрим, что он от нас хочет. Посмотрим, есть ли здесь какие-нибудь сундуки. Девушка-смельница Анна. Обокрасть. Стенку. Нет, мы не будем их обворовывать, умоемся. Стоп. You men are like little kids. Ничего такого мы не нашли. Сундук. Очень сложный. Так, что у нас показывает карта? Ну, карта говорит, что мы можем вернуться обратно. Цветочки. Давайте сходим по тропинке, посмотрим, что вообще там наверху есть. Потом вернемся обратно. Вдалеке какой-то путник идет. Батаевские леса. Поговорим с путником. What the hell?
А, с ним говорить нельзя, его можно только воровать. Природа, конечно, здесь очаровательная. Ой, кролик. Можно попробовать прокачать навык охоты. Вон там я его вижу, еще одного кролика. Правда, у нас стрел очень мало. Раз. Два. Дергается еще, зараза. Да что ты будешь делать? Все, у нас больше нету стрел. Попробуем найти и подобрать стрела плохого качества. По крайней мере, не сломалась. Стрела плохого качества. А третью мы вряд ли найдем. И третья неизвестно куда улетела. Да и кролики разбежались. Цыпаться, цыпаться, цыпаться. Он же только что пробежал. Так, куда ты там скрылся? Где же ты, маленький засранец? Кролик, 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 кролик. Мухомор. Подберем. Так. Стрелу нужно положить в колчан. Так. Белый гриб тоже подберем. И там кролик бежал вниз. Попробуем. Есть. Дичь — это прекрасный источник мяса, но если охотник хочет добыть трофей или потроха, он должен научиться это делать. И при том, что вся эта дичь, она незаконна. И мясо кролика, оно достаточно тяжелое. Так, пища. Вот видишь, место зайца. А почему? А все потому, что мы не имеем никакого права охотиться в этих лесах. Вся дичь в этих лесах принадлежит пану. Разрешения на охоту у нас нету, а значит, дичь считается ворованной. Оторвался на секунду.
Ну, значит, возвращаемся на мельницу. Так сказать, у нас в наш теперешний новый дом. Пойдем своим ходом. Не будем пользоваться быстрым переходом. Может, что интересное по пути появится. Что-то у нас шалфей. Будем иногда заходить в лес, посматривать, какая травка растет в лесу. Может, что-то редкое подберем. Смотрите. Вода реагирует на то, что мы в ней плещемся. Так, что у нас здесь? Читать. Джозеф. Если я не ошибаюсь, все вот эти надписи это те, кто на старте разработки игры помогал финансово. И они, получается, увековечили их именно вот таким вот способом. На протяжении всей игры можно достаточно много найти таких упоминаний. Поля какие-то наверху. Может, поохотимся еще немножко? Не будем разглагольствовать время зазря. Нам бы еще и с паном сегодня успеть повидаться. Плакучая ива какая растет. Красивая. Так, от мяса бы нам, конечно, избавиться. Может, сначала к нашему мельнику зайдем, а ему мясо продадим. А потом уже пойдем. Так, что у нас здесь? Ничего. Ну, эти календула. Я уж думал, нельзя собирать эти цветочки. Календула. Здесь непонятно кто. Зверобой. Ромашка. Хорошая полянка. Много здесь. И количество большое цветов. И разнообразие. Чертополох. Календула. А что мы с вами пешком идем? Давайте уже пробежимся. Мы все... Там палатка.
Да, на том берегу, похоже, палатка. Вон наверху и замок уже виднеется. Там мостки уже видны, так что мы уже недалеко. Вот-вот доберемся. Ромашка. Раз ромашка, два ромашка. А дальше я не помню. Ихо! И непонятно, то ли я хотел ее перепрыгнуть, то ли я хотел попасть в лужу. И ни то, и ни другое конкретно не получилось. Вот, пожалуйста, примирительный крест. Читать. Тина Агнер. Айгнер. Я не совсем понял, почему у нас какое-то повреждение. С чего у нас повреждение? Может, я чего-то не помню? Откуда у нас у персонажа взялось повреждение? И что это за синие цветочки? Пешек, здравствуй. My respects to you. И мое тебе. I've got some goods here whose owners might miss them. All right. Let's see what we can do about that. Кинжал, наставление. Мы все равно еще читать не умеем. И карта сокровищ. Нас больше интересует продажа. Белый крип. Из оружия ничего. Доспехи. Койф, зеленая рубашка, коричневая шляпа. Из пищи мясо, все 10 килограмм. Отвар из календула нам нужен. Самогон. Имеет лечащее, тоже нужен. Спасительный шнапс, да. Сыр уже испортился, продадим. Форель. Форель нет для заданий, тоже нет. Что у нас здесь самое дорогое? Это отмычки, лопата, повязка, полынь. Полынь можно продать. Мухомор, шалфей. Вот календула и мак, извините меня, можно на каждом шагу найти. Ну и, конечно же, торгуемся. Let's talk about the price. Красноречие развиваем. 77. Давай 80. Aye. For that amount, I can be persuaded. Даже не торговался, сразу согласился. Помылись в воде, идем поговорим. Тереза, доброе утро. Have you eaten yet? Да, очень Yes, it was very good. Did you bake it yourself? I did. I'm glad you enjoyed it. Ну конечно же, мы, когда очнулись, она нам сказала, приходи в себя и покушай. И ушла. И после этого мы с ней не разговаривали. Но вот, зря, давно бы. Так, стоп, я же не туда смотрю, вот. Сыты 74%, мы ничего не будем кушать. Так
крайней мере, из котла точно. Мы приготовим форель. Не понял. Приготовить. Форель же уже приготовленная. Давайте мы ее съедим. Оп, 88. Отлично. Так, у нас, если я не ошибаюсь, здесь наверху должен быть сундук. Давайте мы его скроем. Все равно здесь никто не увидит. Ай-яй, тороплюсь. Что такое? Вот. Чуть отмычку не сломал. Самая дорогая шкура. Лошадиная. Дубина. Короче, шоссы можем попробовать померить. Да, в принципе, все забираем. Я не думаю, что мельник узнает свои же вещи, которые мы у него. Так. Ну что ж, пойдем теперь продавать хозяину этих вещей. Так. Здорово. Давайте не будем об этом пока ничего спрашивать. Хотя поговорим после I've продажи. got some goods here whose owners might miss them. All right. Let's see what we can do about that. Так, продажа. Домина. Штаны. Лошадиная шкура, паутина, повязка. Отлично. Ничего же больше краденого у нас нету. Продаться. Let's have a word about the price. Все брали, да-да-да. All right. Такой его, да, как будто он подозревает о чем-то. На десяточку. Agree? Close. Сбивает цену. Настаиваем. What about this? That sounds pretty interesting. A little less, and I'll be satisfied. И настаиваем. What about this? We're getting there. Just drop the price a bit more. Боже, зараза, а. Ладно, ладно, ладно. I knew we'd come to an arrangement. Ну что ж, 130 тоже неплохо. Можно будет хотя бы... Нам и не нужно ничего мыть. У нас достаточно все чистое. Или мы уже принимали с вами в баню? Да, нет, не помню. Ну что ж. Мы же хотели поговорить. Пройдемся по всем параметрам. Почитаем, послушаем. You've an honest trade. How come you got mixed up in crime? Evil times. The harvest failed, and there was no grain to mill, and a child to feed on top of it all. I had no choice. And meanwhile, the lords in the castle and the monks in the monastery stuffed their craws to bursting. Where's the justice in that? So you took justice into your own hands, is that it? And now you take whatever you need? Pull your head out your ass, Henry, and take a good look around you. Wars come and go, but nothing really changes. It's the poor that do the dying,
and the nobles who reap the rewards. We have to survive somehow, so why concern ourselves with morals? Can you tell me something about the other millers? There's a couple of other fellows around here in my trade. Radzig in Kohelnitz and Simon in Sassa. Tell me about Wojciech. He's young and hot-blooded, with a short temper. But he's a fine fellow when you get to know him. His heart's in the right place, and he's always willing to lend a helping hand. Unfortunately, he got himself into a feud with that usurer, the merchant Wolfram Pruder. A slimy bastard he is, and now they're sworn enemies. What about this Simon in Sasau? An odd one he is, a loner who don't talk much. But he's as dogged as a hunting hound once he gets his teeth into anything. He won't let go until he sees it through, even if he has to walk over dead bodies. Tell me something about yourself. There's nothing much to tell. I was born at the mill, I live here, and I'll surely die here. But before I do, I've plenty of work to do, and I hope I live to see peace in this land again. Would you happen to have any work for me? Of course I would. And, surprise, surprise, it's another ring. Like last time? Properly done this time. Proper hard work. And who else to set the task to than you? The ringleader, so to speak. The thing is, one of the rich townsmen left his ring behind the last time he went to the baths for some wenching. Too drunk to see it, no doubt. And now he wants it back, and the baths deny all knowledge. Why not turn to the bailiff? Why not? Because he doesn't want anyone to know about his bathhouse visits. And the girls in the baths are wary of selling the ring in case the bailiff does start looking for it after all. So we'll make life easier for them. What do you say? Ну, думаю, стоит помочь человеку. Заберемся в купальню ночью и вытащим колечко. Consider it done. Provided I get something out of it. Don't worry. You won't be left short. The ring's hidden in the chest in the bathhouse madam's chambers. Come right back with it once you have it. Только там два здания. Нужно выяснить, в каком из них. Что ж, кольцо мы пойдем забирать ночью. Сейчас поизучаем местные окрестности и дойдем уж наконец-то до замка. Мы обнаружили, где живет кожевник, и у него злые собаки. Торговка. Чем торгуешь? Насчет Ратая. Каков Гануш? Как живется? Как ратайский народ? Неинтересно. Что ж, у нее можно купить шкуры. Так, я в корзину что-то случайно положил. Твоя корзина не пуста. Ты точно хочешь покинуть лавку? Да. Мы не хотим ничего покупать. Так, куда нам нужно идти? По идее, да. Нам нужно идти мимо купалин. Пробежимся, ножки покачаем. Попрыгаем по камушкам.
Да, нам нужно наверх вот по этой тропинке идти. Лопухи растут. Ну, лопухи собирать. Хотя почему нет? Еще была бы возможность здесь добывать глину. В лопух. Красота. А внизу какой-то лагерь. Надо будет потом сходить навестить. Ты узнал, где точка перехода? Да я и до этого знал, где она. Так, у вас здесь есть, если что, котелок. Упс. Катсцена. Halt! Who are you and where are you going? Куда идешь? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I'm going to see my liege, Sir Radzig Kobıla of Dvoyets. Of course you are, lad. And I'm the Pope. What do you want from his lordship? And what makes you think he'll see you? Подумаем. Мне надо рассказать пану Рацигу, что стало с его мечом. Кузнец пана Рацига. Пропусти. Нет, пойдем по красноречию. I may not look the part, but I know about honor and duty. And mine is to tell Sir Radzig what happened to the sword he commissioned. All right then. Go ahead. It'll be your skin if Sir Radzig isn't pleased. Им, в принципе, вообще пофигу. Они бы, я думаю, меня и так пропустили. Корнелиус, поговорим. Hal, what are you doing here? I took you for dead. Oh, it's a long story. What about you? How did you get out of Skalitz? You wouldn't believe it. A frightful storm broke that night and Sigismund's heathens ran back to their camp. They never dreamed Sir Radzig would use the storm as cover for our escape. The entire village slipped away as quiet as mice while no one watched. In the morning, when those bandits attacked, all they found was an empty castle with an old goat inside. I wish I could have seen their faces. So do I. You tricked them nicely. See you later. Be a bit more. Что-то мне на почту упало. Have pity on me, a poor wretch. Sigismund and his murderers took everything I had. Оповещение о начале стрима. What is it? Так, что ж. Мы идем к пану Рацигу. И нам нужно вон туда. Could that be the smith's son, Hal? On my soul, it is him. What are you doing here, lad? We thought you were done for. Я иду повидаться с паном Рацигом. На меня напали разбойники в Скалице. I Нет. must speak with Sir Radzig. Is he here? He's in the palace with Sir Hanush of Rattay. They're feasting in the Knight's Hall. What do you want with him? My father made him a sword. He asked me to deliver it to Sir Radzig. I don't see any sword. No. Bandits attacked me and stole it. I need to tell his lordship what happened. And then I'm going to find the sword. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. Ну что ж, здесь нас спокойно пропускают дальше. Потыкаемся в разные двери.
Да, курятник. Здесь тоже, наверное. Закроем. Смотрим, что здесь. О, можно. Закроем. Это нельзя открыть. А это... О, сюда можно зайти. Здесь есть сундук. О, сундук взломаем только ради навыка. Для прокачки навыка. И посмотрим, что внутри. Как обычно, можно будет украсть, когда выйдем после разговора с паном. Простите. Можно взломать очень легко, но делать это днем я не собираюсь. Можно попробовать вот этот замочек сломать. Отлично. Все равно вокруг никто не ходит. Можно было бы здесь забрать лопату, но... Фух, нас не спалили, слава богу. Так, с нами разговаривать не хотят. Так, а нам сюда? Тоже не хочет разговаривать. Сюда нельзя. Я не хочу. У меня с этим пока все в порядке. Открыть. Ой-ой-ой. Простите. Можно дверь закрыть за собой? Сюда заходить тоже нельзя. Who's there? Да-да-да. Да прости, я же не знал. Are you serious? Да, я серьезно. Я закрыл перед тобой носом дверь. What was that noise? What is it? I must have imagined it. Посмотрим, что у нас тут. Бумага. Сундук, котелок. Как часто сюда кто-то заходит? Она, по-моему, поесть пошла. Ладно, давайте попробуем по-быстренькому. Очень по-быстрому. Есть. Мы даже заглядывать в него не будем. Просто вскрыли и ушли. Ничего другого нас не интересует. И походу нам все-таки не сюда. Нам... Да, отстань ты. Нам выше. Hey! Так. Да, вот сюда пойдем. Мы пришли. Your Graces, I have to tell you in all seriousness that this land of ours is in the shit. Deep fucking shit. Don't you agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanush, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Pirkstein is yours for as long as you need it. There's room enough for your men and you here at Rattay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honoured. Pirkstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace.
Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanush. I don't like to speak ill of your people, Sir Radzig, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. Well, they'll have to get used to it until the situation's resolved. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? I won't lie, sir. I don't understand it. You aren't alone, Father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzig, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realized just what Hungarian order looks like. Hungarian order? What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. What are you doing? You've no business here. Clear off. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Taunberg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, Radzig. Your father was a remarkable man, and your mother, she was remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter saved you from the footpads? Well, there's a tale to tell your children. I owe her my life. She distracted them and then brought me to Rattay. But without Sir Robard, we'd both be dead. Oh, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. Still, it's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, Friar. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything left to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows. And one skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor, and a dead man keeps no promises. Aye. The woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? He's no fool. Henry, you have courage. But you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. The gall of him. Fled from the enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, put Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a promotion. Sir Capon's right.
What you say is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well, believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything, Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest of a pig. He isn't a peasant, father. He's a blacksmith, and recent events have left me in need of his skills. So, you'd like to enter my service? Sir, Yes, I would. You won't regret it. I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't it disappoint me. Oh, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. The bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. But let's be clear, you're the one paying him. Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. You can rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. I won't, my lord. Вот такой вот разговор у нас произошел с нашим паном Рацигом. Теперь мы находимся на королевской... Хотя нет, он же не король. На пановой службе. Да. Мы теперь находимся в подчинении у высокопоставленного чиновника. И будем выполнять его всякие мелкие поручьяшки. Можно пройтись по городу, посмотреть, что и где здесь располагается. Мы с вами уже нашли точильный круг. Если я не ошибаюсь, он... Ну, в принципе, их здесь несколько. А курицу убивать можно? Опс, можно. На курицах можно заработать. Хоть за копеечки, но продать. А помыться в баньке-то стоит, извините меня, 30... У нас здесь что? Гроши, да? 30 серебряников, наверное, неправильно будет сказано. 30 грошей. Грошей. Поэтому будем собирать все, что только попадется. Так, а что у нас здесь? А, у нас дубинка. Дубинку, интересно, можно точить? Нельзя. Упс. Не так клавиши. Дубинку точить нельзя. Ремесленник, поговорить. My respects to you. И мое тебе. Насчет ротая. Ой, не будем. Are you serious? Закрой варежку. Частная территория, вход запрещен. Днем да, ночью. А, подожди. О. Jesus, look where you're going. What is it? What the? Hey! Ну что, что? Ты же мне сейчас ничего сделать не сможешь. Мы же там сундук скрыли и не обокрали. Я думаю, стоит вернуться и обчистить его. Штепан, что скажешь? Нет, одно и то же.
Все будут мне сейчас рассказывать одно и то же. Так. О, это же наш пан. Я могу с ним поговорить? Стой! Ну стой! Ну стой! Он убегает от нас. Он не хочет с нами разговаривать. Странный ты пан. Так, ну что? Все разошлись. Могу я воровать? Да, приступим. Все прошло чисто. Пойдемте. Вот зараза, перегруз. Ну, я вот думаю, факелы стоит выкинуть. Так. 6 штук выкинуть. 89. У нас перегруз еще на 11, да? Пойдем себе. Эй, убери оружие. И факел убери. Мы не можем бежать, мы не можем прыгать. Там у нас есть задание. Я не хочу пока что за него браться. И даже не хочу, чтобы оно у меня в списке значилось, это задание. Значит так, а мы сейчас идем к мельнику, продадим украденное, а обратно возвращаемся с помощью быстрого перемещения. Сейчас мы не можем переместиться, потому что у нас перегруз. Ты с нами будешь говорить? Нет, ты горожанин. А, это тот толстяк. Тоже пан. И он тоже с нами не очень-то хочет. Вообще-то ты на меня налетел, а не я. Где ты? Странно, они как-то пропадают. А он случайно не в купальне идет, а? Интересно, давайте посмотрим. На кой пану выходить из замка? Что он вообще забыл здесь? Куда он идет? Без свита, без коней. Нет, он идет мимо купалин. Интересно, куда он идет? Слишком медленно. Я успею сбегать туда-сюда, пока он дойдет. Ну, вроде бы в купальню он так и не повернул. Но мы тем временем уже практически дошли.
Ля. А как его? Пашек? Паныш? Штык? Пшонок? Как же тебя зовут? Пешек. I'm glad to see you. Рад встрече. Ну что ж, возможно, я тоже рад встрече с тобой. I've got some goods here whose owners might miss them. All right. Let's see what we can do about that. Так, продажа. А вот здесь показывается, что вещи грязные. Курицу мы все продаем. Я сказал всю. Чужая лопата. Аж 2 штуки. Сперли 2 штуки лопат. Но неплохо. У нашего скупщика уже скоро золото закончится. Как он этих золотых гроши. Поторгуемся. I'd like to discuss the price. Sure. Так. 200. What about this? I'd almost shake on that. Almost. Сколько? 190. 200. Aye. For that amount, I can be persuaded. В этот раз он более сговорчивый. Итого у нас уже 476. Возвращаясь сейчас в город, зайдем в купальню помыться. Потому что я до этого смотрел, вроде как эту одежда была чистая. Вот, я же говорил. Секунду. Провод от микрофона убрал немножко. Куда ты все-таки идешь? Ай, пускай гуляет сам по себе, у меня много заданий. У нас еще хп не полное, так что действительно уже пора и одежду постирать, и воспользоваться купальнями, чтобы подлечить свои раны. О, здесь можно курицу насобирать. Давай. Что такое? Вот. То не одного, то сразу 2. Курочка. Жалко, нельзя подбирать субстанции, которые она производит. Такие беленькие, полукруглые. Хотя это пеструшки, вроде как. О, смотрите, да, у нас идет дождь на улице. Я не помню, есть ли у нас... Так, навыки. Навыки вскрытия замков. Прочные замки. Умелец. Прочные отмычки. Умелец. Почитаем. После успешного взлома замка в вашу сумку с вероятностью 20% вернутся сломанные отмычки. Ну, в принципе, либо можно прочность повысить, либо увеличить возвращение. Я, наверное, изначально повышу прочность. Так, а вот в незаметности можно прокачать, о, да, человек дождя. То есть в плохую дождливую погоду нас слышно намного меньше было бы. А купальня уже все? Поговорим. Насчет Ратая. Ну,
Давайте хотя бы у одного расспросим. What kind of governor is Sir Hanush? Sir Hanush is a good lord. Things won't be the same when that wastrel Sir Hans takes over. That will be a sorry day. What's life like in Rattay? This is a manorial town, and our lord hasn't got himself tangled up in affairs of state. So it's peaceful here. How do the Rattay folk get on with the refugees? Well, they have it tough, no doubt. But there's not enough room for them here. How much longer will they be living on our streets? Nothing good will come of this. What if one of them's brought the plague with him? Have you heard anything about the Cumans in Sigismund's army? I don't know if it's just old wives' tales, but I heard truly terrible things. Ну вот и мы порасспрашивали. С Дэна. Поговорим с Дэной. Ага. О том же. О том же, обо всем же. Так, ну давайте прогуляемся до ворот верхнего города. Воспользуемся быстрым переходом. В принципе, пройдя через город таким вот образом, мы тоже должны пооткрывать лавки. Сейчас посмотрим. Ну вот, смотрите, купец, бакалейщик, да и по карте, да, вот, где прошлись, там поувидали. Что ж, сейчас наступит достаточно глубокая ночь, на улицу будет идти дождь. Нам все-таки нужно достать то кольцо. Неизвестно, чье оно, но достать его нужно. О, решил вернуться. Еще пару вещей пооткрыл. В общем, вы поняли. Так, а это у нас что за задание? Ты кто? Макал. А, ну давайте поговорим с Макалом. My respects to you. Ты дерешься за гроши? Are you the brawler who takes bets? What's it to you? I'm a Skalitz refugee, and I'd like to try my luck against you. Hang on, I know who you are. And I'll only fight you for silver. Got it? Ну и что, я же... Ну, не хочу. Ладно, почему Why for silver? Do I really have to tell you? Look at yourself, and then look at the others. All they've got to wager is their labour. But you've got coin. Да вранье, нечем не платить. Ладно, правила. Are there any rules? Aye, a couple. Whoever lands on his arse or runs loses. And no knives, axes, or any of that shit. You'll forfeit your wager for that, got it? Ну, он со мной откажется драться. Он же... Да, закончить разговор, все. What is... Так, да, нам туда. У нас, конечно, нету этого навыка, но постараемся и без него скрыть замок и посмотреть. Прошу прощения, если в микрофон слышно мое дыхание. Поп-фильтр уже в пути, мы его ожидаем. Ну и также немножко другой микрофон, немножко другая стойка. Да ё-моё, вы вообще сегодня спать пойдете? Нет? Ну-ка брысь отсюда. Еще одна гуляет. Блин, а ну.
другой вход есть? Ты на частной территории. Я понимаю, что я на частной территории. Но мне надо как-то попасть. Они тут все сидят. О, жди сидит. Две служанки из купальни. Вроде бы не видит. А дверь не закрыта. Блин. Мы не сохранялись нигде. А стоило бы. Мы можем, конечно, шнапсом сейчас сохраниться. Давайте сохранимся. Выпили бутылку шнапса. А у нас же еще вроде как бы есть. Ладно. Вперед. Вот же мы гремим. Давайте снимем. И вот это снимем. Хотя бы вот так пойдем. Спит. Так, нам нужно либо вот этот замок скрыть, либо вон тот. Но боюсь, что вот этот. Пробуем. Да, я думаю, здесь нам... Да, вообще, Так, загружаемся. Там нам не прощает вообще ничего. Малейшее отклонение и все. Сразу снимаем вот это. Во, шум насколько меньше, а? И вперед. Может, конечно, и стоит нам вскрывать сундук, а можно попробовать обокрасть саму хозяйку. Хотя это горожанка. Давайте попробуем вскрыть вот этот замок. Так. Тихо. Jesus! Иисусе! Hey, what the? Clear off before I call a catchpole. Ясно, я пошел. А будет мне за это наказание? What? That sounded like. Постоим здесь, подождем. Где-то же можно посмотреть отношения или репутацию. Карта сведения. Ну что, сундук мы вскрыли.
Так, она не спит. Она шарахается. Нет, она пошла вниз. Там уже другая легла спать. Хорошо, пробуем еще раз. Замок же мы уже вскрыли. Кольцо из купальни. Сперли. By all that's holy, watch out! There's a thief here! Нас, по-моему, заметили. Это ни к чему хорошему, конечно, не приведет. Возможно, нас потом стражи и штраф попросят заплатить. Но вот от краденого нам сейчас стоит избавиться. Либо в сундук положить, либо сразу квест сдать. Пешек, наверное, уже спит. Так, где зада? Ну, наверное, в доспехах, да? А, нет, надо же смотреть вот здесь. Доспехи, кольцо, оружие, все. Вот, кольцо из купальни. Переместить. Верни себе кольцо. Задание обновлено. Сейчас мы поспим. Сохранимся как бы здесь. Спать. До 8 утра. Вот и здоровье поползло вверх. А сытость мы сейчас поправим. Вот и утречка. Встаем. Да, вот, как видите, сверху появилось отображение того, что нас разыскивают. Так, есть вам что приготовить? Курицу мы можем приготовить. Ну, курицу уже сейчас даже уже приготовлено будет. Ну, съедим. Нормально. Так. Ну, я так думаю, нам нужно... Да, вот. Отображение о том, что нас здесь разыскивают. Побить. Побить. И побить. Так. Вот оно, кольцо из купальни. Лук. Вот это. Мы сейчас продадим. Осколок. Тесак. Тоже продадим. Шкуру благородного оленя тоже продадим. Продадим. Все 4 дубинки продадим. Траву мы пока оставляем. И даже та, что трава есть у нас сейчас. Но у нас нету никакой травы. Отнести кольцо пешику. Пешик, избавь меня. God be with you, Henry. Стой.
Пешек, стой. Ну, пешек. Зачем ты тащишь муку на улицу? Она же тут промокнет. Well, вот, наконец-то. My God, what happened to you? You look like you've been assaulted. Вот. I have that ring for you. Кольцо. Excellent. They'll be hopping mad at the baths once they find out. Here's your reward, and don't turn it all into drink. Грошики. Мельник и пешек и новая работа. I've got some goods here whose owners might miss them. All right. Let's see what we can do about that. Правда, они уже там давно лежат и... Так, нет, продать. И не совсем уже считаются краденными. Так, это мы оденем. Это мы продадим. Вот этот лук мы точно продаем. Этот курицу продаем. Ну, я думаю, на 42 тоже можно продать. Так, это мы продадим. Шкуру лошадиную. Ай. У него нету столько денег. Вернуть. Вот так вот одну дубинку возвращаем. I'd like to discuss the... Так, 73. Просим 80. Satisfied? A nice sum. 76 и 80. See now, I knew we'd come to an agreement. Отлично, сошлись на цене. Так, краденого у нас больше ничего нету. Да, и давайте оденем обратно свою. Так, я не туда. Так. А те ли я штаны одел? Нет, не те, вот эти нам штаны нужны. Они хоть и понижают обаяние, но все равно. Когда на нас половцы нападут, извините меня, обаянию мы от них отбиваться не сможем. Так, доспехи. Положить, положить, положить. Оружие. Дубина, лук, оскол, тесак. Щит. Положить. Так, ну и шкуру благородного тоже положить. Шкуру положить. Вино ставим, ключ кунеша. Лопата, отмычка, 2 штуки осталось. Половина повязок оставим дома. Что еще можно выложить? Тут, в принципе, все. Ну, поговорим с Терезой. Не хочешь прогуляться? What are you up to? How would you like to, I don't know, come for a walk? A walk? I'd like that very much, but I can't right now, Hal. Give me some time to settle in, will you? If that's what you want. It's not you, Hal. It's just this isn't a good time.
обиженно уходит. Вы все говорите, что дело не в тебе, дело не в тебе. Обиженно уходим. Попробуем вернуться в купальню в качестве клиента. Не ночного, непрошенного гостя. Так, нам не отсюда, нам вот отсюда. Хозяйка, здравствуй. Поговорить. Как насчет... А, подожди, это же торговать. Это... Не то, нас не интересует торговля. Воспользоваться услугами I'm interested купальни. in your... So what are you... Хочу искупаться, чтобы мою одежду выстирали. И рано залечить заодно. A bit of everything. But of course. Money first, though. Гроши, да, гроши у меня есть. I'm но not мы giving будем you that much. торговаться. And how much are you willing to pay? Я бы дал 15, но думаю, сойдемся на 20. Хотя нет, давай на 25, слишком уж. What about this? It'll take more than that to... Ага. О-о-о. 26,5. You won't regret spending the money. I guarantee it. И почти 1,5 часа они будут заняты, значит, ну слишком быстро для постирки, для высушения. Даже современная машинка нормально не постирает за такой короткий срок. Туфли у нас, конечно, в ужаснейшем состоянии. Остальное еще можно починить. Что ж, дальше мы идем. А, мы же не взяли у него... Да, нам стоит вернуться обратно. Очередное оповещение о том, что кто-то начал стрим. Но мы сами сейчас стримим, так что нам некогда смотреть. What the hell? Поговори со мной, потом мешок дотащишь. Брось его. Вот. Нужно быть более настойчивым. Так, а давайте пройдем обучение. Will you teach me how to pick? Certainly. I'd like to practice. All right, but it'll cost you. Isn't that quite a lot? 50. What do you say to this? That's a poor offer. Ну, понятное дело, но ты... Ох, ладно, 55. Agreed. Now listen. Отлично. Подняли немножко карманы. Стой, это было не все. Еще я также хочу слом замков. I hear you're able to... Certainly. I'd like to practice. All right. Так. Maybe another time. А, не то нажал. Давайте еще раз. I hear you're able to... Certainly. I'd like to practice. All right. Isn't that quite a... 52. Is this enough? Come now, just a little more. Так, это ровно половина. 54. Agreed. Отлично. Ты стал сильнее вскрыт. Ага. Так, давайте посмотрим, что у нас там. Игрок, навыки. А, карманные кражи, даже потаенные места и товарищ. Так, что такое товарищ? Увеличит вероятность успешного
кого-то с тем же уровнем обаяния, что и у вас. Обычно такие люди одеты так же, как и вы. Нет, возьмем потаенные места. А каков у нас сейчас уровень взлома? Вскрытие замков. 4 уровень, понятно. Так, и у вас есть работа? Any chance of some more work for me? For you, always. A friend of mine asked me to help him get back some disputed land from his neighbor. And you've become an officer of the law, is that it? A likely turn of events. No, I'm pleased to say this is good old-fashioned stealing. There's a deed of sale for that land, not quite in his favor. So it would be a fine thing if it went missing. Да, хорошо. Я соглашусь. Very У well. кого? Where do I need to liberate it from? From the bailiff himself. Ha! You should see the face you're pulling. I never said it would be easy. The deed is supposed to be at the rat house somewhere. On the table, among the other parchments. You'll need to sneak in, then find it. I'll manage somehow. That I don't doubt. And you needn't doubt your reward. Обалдеть. Can you tell me... That's all. Конечно, закончить. Так. Укради бумаги из ратуши. Как будто это так легко сделать. А, нас же сейчас стража остановит, точно. Ну ладно. А мы не сохранились, да? Вперед. У нас нет ничего краденого, так что вперед. Surrender! You've committed a crime, and I'm arresting you. Да. Я же нажал сдаваться, чё ты? You were seen stealing. Well, you won't forget this in a hurry, because it'll take a nice pile of coin to fix it. Попробуем. А почему бы нет? You're making a serious mistake. My heart bleeds. Ладно, Damn it. Here's your coin then. All right. Just make sure it doesn't happen again. And since I trust you as much as I trust, well, a thief, I'll just search you to be on the safe side. Better hand over the loot now. Не, ну вот так вот фигакнуть по мне, я на... Я... Ну... Блин. Это полный бред. Я нажал на сдаться. Я на сдаться нажимал. Или я ей должен был сидеть и тарабанить, как пулеметчик? Tell me what you have on you. Well then. What? For security reasons. I'm carrying an important dispatch. I don't... No exception. As you wish.
И чё, мне теперь каждый будет Sorry обыскивать? for the hold-up, but it had to be done. You may proceed. Можно я тебя вмажу? А он сам может Like разговаривать, to die of оказывается. shame, to be reduced to begging. Hey, Lord Almighty! Поговори со мной. Эти курицы продам. Так, продать, пища. Цыпленок. Ай. И вино. Вот уже 1,4. Самогон 1. Все. Поторгуемся. I'd like to discuss the prop. Why not? Почему бы и нет? 8. We're getting there. Just drop the price of... На сколько? 7,6? Ты добавь. Нет, 8. Are we agreed? I'd almost shake on. 7,7. Нет. Satisfied? That's better. Drop it a bit. Ладно. На, I knew we'd come to an arrangement. Ну, выторговали ее совсем чуть-чуть. Так. Отвар из календулы принять. Здесь где-то вроде должен быть писарь. А, этот писарь не обучает, да? Да, писарь, обучающий читать, в другом городе нас будет ждать. Химическая лавка. Вот здесь у нас есть... Да, все правильно. Но бессмысленно. Мы сейчас не можем ей воспользоваться. Почему? А потому что мы не умеем читать. Ну, в принципе, даже если мы не умеем читать, я знаю, например, самый первый рецепт. Можем попробовать его изготовить. Но у нас не все ингредиенты есть для него, поэтому не будем пачкать посуду. Драться сейчас с кем-то это бессмысленно. У нас неполное здоровье. Так, а что у нас здесь? Здесь у нас броник. Мне нужно узнать, где живет Риктор. Ну, в общем. Вот здесь, наверное, он живет. Или где-то за стенкой, или это будет выше. Давайте прогуляемся выше. Сложно. Ну да, мы почти там, где надо. Предлагаю, что нам нужно забраться выше. Так. Ой, простите, секунду. Мне нужно было срочно поставить телефон на зарядку. Так.
Пройдемся сюда. Упс. Здесь частная территория. Давайте попробуем скрыть. Вот сейчас скрыть сложный замок. А сейчас нету сообщения о том, что мы не умеем взламывать такие замки. Что ж, пробуем. Ай-яй-яй-яй. О, получилось с последней отмычкой. Входим тихонько. Его, по-моему, нет на месте, да? Так, ну легкие замки мы взламываем уже без труда. Никого спящего нету. Очень сложно. Это мы, скорее всего, вот в этом сейфе. Так. Надо точно снять вот этот. Вот этот. Вот этот. Блин. Ну, давайте попробуем. Так. Иное. Для задания. А, ну здесь только доспехи, да? Серебряное кольцо, которое можно продать. Старые латные наплечники. Серое. А, серое. Катарди с пуговицами. Парчевые войски. У-у-у. А утащим? Ну, попробуем. А, ну, вижу же. Так, давайте. Замок очень сложно, мы еще пока вскрывать точно не умеем. Поэтому валим отсюда. И валим прямиком. Так, стоп, нам сюда нельзя. Выход же отсюда. Сразу вот сюда. Да. Бежим прям. Ну все, ждем двое суток. За двое суток все придет в норму. А мы поспим. В принципе, мы можем поспать и вернуться к Рихтражу ночью. Ну или вечером, да? Вот так вот. Ожидаем.
И посмотрим, может он все-таки носит их при себе. Если это так, то нам повезет. Не зря же мы прокачиваем навык. Карманной кражи. Очень не зря. Сытый 78. Не думаю, что нам нужно сейчас спать. Быстрое перемещение. Что такое? Мы не встали с кровати. Давайте выйдем на улицу. Ух, гроза какая. Так, новых навыков у нас не появилось, да? Карманная кража 2. И не сможем... Если что, мы сохранились. Если что, мы сохранились. Можем вообще раздеться полностью для удачи. Не сюда. Здесь, по-моему, нужно ходить с факелом. Вот сюда. Вроде как можно. Так, давайте сразу кольчуга. Туфли ремесленника готовы, издает звук. О, 8. Что? Это нечестно. Они хотят сказать, что типа поменяли замки? Не, ну это категорически нечестно. Мне заново надо взламывать эту дверь? Ну что, поехали. Тихо, не беги. Так, это стражник. Это бронник. Может, там сюда? Why are you here? Bugger off. What in the... What's with you? Do something. My God. Over there. Hey, you! Don't move a muzzle! Surrender! Так,
нам сюда? Нам однозначно перезагружать. Мы не совсем там искали, да? Look where you're going. Ну и ладно. Ну и пофигу, что мы не совсем там искали. Так, они... Территория там все равно не маленькая. В следующий раз придем, когда дом никого не будет, еще раз посмотрим. Так, пойдем подеремся, если они захотят драться ночью. Наши. God save you, Henry. What the hell? Вещи. Ты крестьянин. Ты Штепан. Why are you waking me? Go away. Давай. Штепан. Shit. Start off. Штепан. Why are you waking me? Go Нет, away. Штепан не хочет просыпаться, но... Давай, лезь уже. Чё ты? А второй где-то здесь спит. Вот он. Кудряшка. Кудряшка. Stop for a bit. I'll just give you a quick search. Опять? Such are my orders. You want to pick over my personal effects? You can't be serious. I'm in no mood. If you insist. Sorry for the hold-up. Да, они еще долго, походу, будут меня обыскивать. Not that bad. I woke up with a rat in my blanket. A rat. Be Ну, не хочется разговаривать. Так, что мне тут еще вообще за задание? Это понятно, это тоже понятно. Охотник. Да. Ну, пойдем. Как она называется? Я не помню, как она называется, так что просто пойдем и посмотрим. У нас все равно есть неоткрытые зоны. Надо их открывать. Так, это у нас был сапожник. И еще одна корчма. Две корчмы в городе. Нет. Ну вот, мы пришли куда надо, поэтому здесь будем стоять и ждать. Да, сытость упадет.
сильно падает сытость. И последний час, как всегда, дольше всех. Так, и надеюсь, да, он уже... Так, а здесь негде перекусить. Там деревушка есть рядышком, давайте сбегаем, перекусим. Чертополох, шалфей, чертополох. Мыться. Ой, факел, надо убрать из руки факел. Так, перескочить. Перескочить. Капусту подобрать нельзя. Ну, есть у вас здесь корчма, разбитое колесо. Ну вот, корчма есть. Временное жилье. В корчме можно поесть? Да, поесть из котелка. Вот, все, сытость и энергия 87. Мы открыли еще парочку зон, значит. Корчмарь нам предлагает задание, но нам пока не до него. Пойдем изучать тактику боя. Он уже стоит, нас ждет. Бернард. Говорить с Бернардом. Бернардом. I'll be with you. Можно тебя спросить для начала? Can I ask? Do you know who those soldiers of Sigismund's are, Captain? They call them Cumans or Kipchaks. Our Lord says they fled from the Mongols to Hungary and settled there. They're herdsmen and excellent horsemen, and barbarians too, for all that they claim they've turned to Christ. Perkstein is a fine castle. It'll be even finer once you all clear out and I can move back into my chambers. What will become of the Skalitz refugees? I'd like to know the answer to that myself. I hope things can settle down quick and you lot can clear off. What's young Lord Capon like? He'll be the governor here in a few years. Sir Hanush is just his guardian until he comes of age. The young lord spends most of his time making merry. But he'll grow out of it. He's no fool. What's life like in Rattay? Till Sigismund came and then you folk, it was a fine peaceful life here. What do you think of Sir Radzig? I hear he's on good terms with the king, probably why Sir Hanush opened the door to him. Sir Radzig seems like a fair man, and folks say he's a good governor. What kind of a lord is Sir Hanush? I can't complain. He knows how to keep order, but he does it with good humor. Thank you. That's all I wanted to know. Все, что я хотел знать. Ну, начнем подготовку. I'm here for training. Yes, you're that boy Sir Radzig sent. Yes, that's me. Let's get to it then, since that's what Sir Radzig wishes. And because you've never held a sword in your hand before, we'll start with something simpler. Ну, для начала все-таки с азов. Это... Very well.
Нам же лучше Come with me and прокачка. listen closely. I don't want to be repeating myself. So let's see what you're made of. Hold it properly and keep moving. Never stand still when your life depends on it. Right, good. Now try attacking. You've got to put your back into a good slash. No use waving the sword around like you're swatting flies. Go into the attack with your whole body. Try slashing from various sides to get used to it. Well done. That's... Well done. Good. That pointy tip isn't for decoration. Try stabbing me with it a few times. Так, что... А, колющий удар. Well done. Well done. That will do. Slashing, stabbing, and movement are the foundations that you build everything else on. Now, let's try something more complicated. One strike, I can simply fend off. You mustn't give your opponent time to react. String your strikes together. As soon as you finish one, begin another. Strike, strike, strike. Получен новый уровень. Вот именно поэтому я выбрал как все началось. Так, старайтесь нажать и сразу. Ага. Так. Шут. Так. Так. Отлично, вот все, 3. Now let's see how you do with defense. It's not hard to block a Чем basic больше strike. мы машем Watch out, каким-либо move your видом sword into оружия, the path of the blow. то ли это меч, дубина, топор, ай-яй, блок. Very good. Good. Я так понимаю, ку лучше не отпускать. Very good. Хорошо. Very well then. Let's see what you're made of, lad. Come at me and don't hold back. See, I lure you, then attack. Эй, хорош. Ну-ка. Good hit. На тебе, пинок, пинком тебе. Я хочу хотя бы раз попасть. Тык, 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 тык. Ух. Так. Ай, больно, не бей меня по рожу. Так. Fine, enough. You're not a complete dead loss. It'll be hard work to turn you into a master, but you have the basics. Let's try something more advanced. When in combat, keep an eye on the space between you and your opponent. That is your space. Try to attack from the side the opponent will find harder to block in time. If I'm holding the sword raised up, do an uppercut. If my sword is low, lunge. Let's try it. You strike a few times at the side where I'm not holding my sword. Not bad. Not bad. Very. Well done. Ага. Я ударил сверху, и Right. меч у Lesson него 2. был сверху. Everything you've learned about blocking is wrong. When I cover, I can simply fend off your blows with my sword and gain control of the space between us. But it's better not to control just the space, but actually your opponent's weapon. Attack, and I'll show you. Чего? Нападайте на своего учителя, чтобы показать ему свою технику. А блок я оставить не могу, он мне просто не дает All right, оставить. that will do. Now you.
The trick is to stay in your stance. As soon as I start to attack, you block. The move knocks the blade aside. Чего? На. Very good. Не. Good. Ow. No, not like that. You mustn't hold the sword there. You have to move along with the attack. Again. That's it. И вот так. All right. Nice. Как он отбил Right, этот now удар, we'll try it a вообще little непонятно. faster. Concentrate and block just at the moment I start attacking. I'll strike you from above each time so you can see it well. Хорошо, бей сверху. На. Very good. На. Very good. Not bad. All right. Alright. Nice. Пожалуйста, получим новый уровень защиты. Ай. Попал по мне. Good, good. Now let's try it at full speed. You probably won't succeed, but that's normal at the start. You must train. Let's go. Captain Bernard. Wait a while, Henry. О, приперся. Сотник. А нет, сотник это этот. Greetings, Sir Hans. What brings you here? I was on my way when I noticed that you're entertaining Sir Radzig's esteemed guest. Not the same as holding a hammer, is it, blacksmith? It's Sir Radzig's orders. I know. I'm actually here to train at the archery range. My hand's grown heavy lately. You don't mind, do you, Bernard? Not at all, my lord. Good day to you, blacksmith's boy. Try not to hurt yourself. Засранец. Where did we finish? Yeah, leading the opponent where you want him. There's one more way to evade a strike. You simply step aside, attack, and I'll show you. Чё? Ну, это вообще не... I don't have all day. All right, try it. It's important not to move too soon. I'll see where you're going and hit you. But the same will happen if you move too late. I'll attack slowly now. As you see me, raise the weapon, jump aside. It'll throw the opponent off a bit, and there's your chance. No, that's not it. Wrong, damn it. Что мне для этого нужно нажимать? Not bad. Двойное нажатие? Или один раз? Больше всего двойное. Fine. Now try it a little quicker. Try to get used to the rhythm. Never take your eyes off your opponent. To see a strike before it's even properly started. Very good. Not bad. Это было больно. Я же нажал уйти. Да! Well done. And the last thing for today, a trick. You raise the sword to force your opponent to block, but then change the direction of the attack at the last moment, and the opponent won't even know what hit him. Try it. Draw back the weapon, then change the attack zone and strike, so I don't have time to react.
All right. That's it. Good. Very good. All right. Хорошо. Well, now, that wasn't too bad. Maybe we'll make a soldier of you after all. But don't get cocky. You have to train hard and persistently. You might have talent, but talent alone won't do. Practice. Don't leave yet. Sir Radzig also wanted me to teach you archery. Come with me. Be a bit more careful. Давай быстрее. Ты слишком медленный. Придется тошнить за ним. А можно я тебе по кумполу дам? По кумполу, по кумполу, по кумполу. Кстати, мне надо обратно одеться? Нет, не надо, я одетый. Ты слишком долго, я побегу. А стоп, а куда мне, здесь или там? Можно и здесь, в принципе. Курица, курица, оп, я увидел курицу. И охранники мне ничего не сказали. Оп, я убил еще одну курицу. Hey, look out! What are you doing? Отстань, я курицу убиваю. Так, нам вот сюда. Отлично. Хорошо, что сцена сработала от моего прихода сюда. И нам не пришлось дожидаться, пока... Let's see then. Take this bow, go and stand in position over there, and we can start. And another thing, put on this arm guard. Without it, you could flay your forearm with a bowstring, so be sure to wear it. Thank you, Captain. Save the thanks, and get in position. Now concentrate. A bow ain't exactly the weapon of choice of a knight, but it can come in very handy. You've got two bandits coming at you from a distance. You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery. He even organized contests in Prague. But you wouldn't have gotten far there. You're holding the thing like a piece of firewood. But enough talk. There's the target. Try and hit it. Draw the bow, aim, and release. Try to get a feel for the rhythm. Inhale on the draw, hold your breath for a moment, and then release the string. No jerky movements. Just let the string slide out of your fingers, as if you were about to draw it back more. It's all one movement. The arrow aiming at the target and flying at it. Shoot away. What you have there is a training bow. The arrow drops quickly. Once you've trained a bit, you can get yourself a better one, and then those arrows will fly so fast you won't see them. Don't forget the arm guard. Once you've mastered the bow a bit, you won't need it anymore. Все? Но одеть-то я их не могу. И лук нужно взять не могу. Или уже все за меня сделано? That flew nicely. Practice for a while. No nonsense. Давай, сила убегает слишком быстро, не успеваешь. Так. Так, ну, десяточку попал один раз. Well, that was awful. I didn't imagine a village yokel like you would have much skill, but you failed to meet even my low expectations. I don't know why you're wasting your time, Sir Bernard. Nothing will come of him anyway, and at the first sign of trouble, he'll run away like any other cowardly peasant. After all, he's done it before. What did you say? Calm down, boy. Keep in mind who you're talking to. The braggart who was born with a silver spoon in his mouth. Now, you've really done it. You'll go to the stocks for that. Calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith boy feels he can prove himself, then let him try. Do you think you can beat me? Well,
Anytime. Very well. If you defeat me, I'll give you my bow. If you lose, you'll have to pay up. Do you even have any coin? I have enough. Good, then let's get to it. Что ж, 7 стрел. Так, нет. Я думаю, мы постоим и посмотрим, как он отстреляется. Угу. Так. Пока что меня радуют его результаты. Лишь бы в десятку не попал. Три. Семь. Что ж. Да что ж ты так трясешься-то, а? Ну блин. Ну зачем вот это делать, вот так вот игра? То есть они мне сейчас просто не дают стрелять. Лук уводит и все. Зачем так делать, непонятно. Я лук не в первый раз уже держу. И охотился уже. Три из 3. Да вот тут совершенно вообще неинтересно вот так вот. Бороться тупо с игрой, которая... Так. Я прекрасно понимаю, что здесь будет сейчас 2 состязания. Одно мы точно проигрываем, одно выигрываем. Если я сейчас здесь выиграю, хотя вряд ли, одной пулей набрать, точнее одной стрелой. Да, все, в лук я проигрываю. Я не считаю это совершенно интересным даже вот. Thank you, Bernard. It seems I get to keep the bow. Зато сейчас So, blacksmith, в драке you know на your мечах place мне now, дадут его or do you need победить. more reminding? Sir Hans, is this necessary? Sir Hanush has Бред. already had words about you fighting with your subjects. He explicitly told me. I know what he told you. You can just tell him I didn't listen to you. So what's it going to be, blacksmith? If we must. Excellent. Then let's go. Kunda! Not a good move. Но у меня же блок стоял. Блокировать надо было.
Ну, походу, нет. Хотя еще шансы равны. Давай. Ах, опоздал. Уже, конечно, очень равны. Ну что, давай. Ты будешь долго ждать меня? A second defeat, Blacksmith. You still have a lot to learn. I suppose I should give you credit for taking on my challenge, despite your limitations. Thank you, sir. And since we made an honest bet, you can give me my money now. Отвратительно. Аж настроение упало. Я несколько раз переигрывал за кадром в своем сохранении в данный момент. Ни разу не было такого, чтобы я проиграл обе сходки. Да, у меня были моменты, где выигрывал лук, где меч. Ну, нет, лук я выиграл всего один раз. В мечах я его победил дважды. А вот чтобы было так, вот как сейчас. Давайте посмотрим, что у нас там по навыкам. Да, характеристики. Сила стала лучше. Могильчик, мастер клинка и мул. Мул, по-моему, увеличивает то, что мы можем тащить на себя. Мастер дает вам на треть больше шанс победить своего противника в клинче. Что такое клинч, я еще пока не узнал. Вы сможете нести на 15 фунтов больше. Конечно, мы это возьмем. Бой. Бой на мечах. Удар тупым концом. Укол право. Нет, укол лево, правый низ. Надо только запомнить. Поговорить. Don't fret about it, lad. Lord Capon is a good swordsman, and if by some fluke you actually won, well, he might not take it so well. Now go to the rat house. The bailiff's waiting for you there. All right, Captain. Да, ложится Рихтаржу. Тому самому Рихтаржу, которого нам нужно обокрасть. Так, что у нас там с сытостью? Все в порядке. Смотрите, очередной крест. Читаем. Карл Бучман. Или Башман. Пробежимся здесь, вдоль стены. Ой, выносливость закончилась. Мы же хотели к нему зайти еще раз днем и попробовать его обворовать. Да, но нам бы
опять же не мешало сохраниться, чего мы не сделали. Мы продолжаем убивать, а потом продавать курица. Курица не курица. Так, кстати, здесь же, по-моему, должен сидеть один из тех, кого мы хотим. Да, вот, вид. А, нет, подождите, вид это не то. Нам нужен кудряш, а не вид. Зачем нам вид? Good day to you. What do you need? Нет, это не тот. Мы не будем с тобой разговаривать. Эй. Да что такое? Тапочек с ноги слетел. Нам в третий раз нужно будет вскрывать ту же самую дверь? Нет, интересно. Нет, слава богу. Так, снимаем все вещи с себя. Вот это, вот это, вот это, вот это. Что-то я же там еще снял. Перчатки, наверное, не помеха. Помеха. Кольцо помеха. Ну что ж, пройдемся, посмотрим. Странно, почему звуки какие-то идут? Как будто на нас что-то металлическое, хотя на нас уже ничего не одето. Просто сложно. Давайте попробуем. Да, расстояние будет. О. Нет, здесь ничего нету. Здесь ничего не валяется. Здесь тоже. Очень сложно, я боюсь, мы сейчас точно не вскроем. Очень сложно. А это не она? Вот это не она. Сложно. Это была последняя отмычка. Да. Ну, значит, уходим. Что ж... А, вот он. Ну, давайте поговорим. Где ты? Мне за поговорить надо. Стой, не убегай. God be with you. Поступить на службу Рихтару. I'm to put myself under the bailiff's command. Ah, so you're the young man Sir Radzig appointed? Yes.
Very well. Sir Radzig asked me to test you a little, and as it happens, you've come at the right time. We've a few disputes to settle. It seems some of your former neighbors have been acting quite inappropriately. I was hoping having one of their own on the town watch might help sort things out. I'm not sure. I'm just a boy from a forge. Not anymore, lad. Now you're a part of Sir Radzig's retinue. That brings responsibilities. Have you been to see Captain Bernard? I have, and I have the bruises to prove it. The captain doesn't hold back. The harder the training, the easier the battle. Well, anyway, you're going to assist my town guard. Come to the church in the afternoon. Yaroslav the watchman, Nightingale they call him, will wait for you there. He'll show you around the town and teach you a little about keeping the peace. And you need to stop by the armory to pick up some gear. Yes, bailiff. Ну, он мне еще и гроши дал. I want to learn to read. Who should I go and see? There's a retired scribe in Uzhitz. He could teach you. Ужица. Master Bailiff, is there anything of interest going on here? Nothing of interest to me, thank Christ. Да, я думаю, пора одеваться обратно в наши доспехи. Так, а чего это у нас? А, ну понятное дело. Ну, турнирную стрелу оставим, потому что их побольше. Факел. Нет, у нас там будет щит и дубина. Знаете, хорошего помаленьку. Мы будем с вами сохраняться и заканчивать на сегодня. Поспим сейчас часик для сохранения игры. Нам однозначно нужно прокачать себя в карманных кражах. Однозначно. Нужно дальше прокачивать взлом замков. Сложное мы уже можем взламывать. Осталось научиться очень сложно взламывать. Прикупить еще. Не забыть отмычек. Потому что у нас те кончились. Мы увидели заветную надпись, что игра сохранена. Останемся сидеть. Пускай. А на этом я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Вы были на канале Красного Филина. Всем веселого угуканья.